Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про то, что никакая машина не является неуязвимой. И на примере таких боевых машин, как Леопард и Абрамс. А если вы угадали в руках, что у меня за модель, напишите в комментариях. Итак, поехали. Появление в зоне СВО американских танков М1А1 Абрамс ждали по обе стороны линии соприкосновения. Украинцы с верой, что это чудо-оружие принесет им победу, а россияне с твердым намерением доказать, что неубиваемых бронемашин не бывает. В конце сентября 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Украина получила партию основных танков М1А1 Абрамс американского производства. В очередной раз пропагандисты стали убеждать общественность в том, что теперь точно с этими машинами вооруженные силы Украины переломят обстановку на фронте. За 20 лет до появления на Украине леопардов, челленджеров и абрамсов здесь побывали самые современные французские танки «Леклерк». 7 мая по 26 июня 2002 года в рамках программы партнерства во имя мира на полигоне Широкий Лан Николаевской области эти машины из состава 2-й механизированной бригады армии Франции участвовали в тактических учениях. Надо отметить, что просторы под Николаевом дались французским танкам непросто. Это в хорошую сухую погоду. Не было слякоти, снега, морозов и прочих прелестей нашего климата. Практически все машины вынуждены были побывать в ремонтных подразделениях. В основном проблемы касались ходовой части, трансмиссии и силовой установки. И, видимо, помня об опыте эксплуатации Леклерков на Украине, Франция осталась единственной из западноевропейских стран, которая не стала передавать Украине свои основные танки, ограничившись лишь поставкой небольшого количества колесных разведывательных машин АМХ-10 РС. Украинские военные попытались их использовать в качестве танков, но чудес не бывает. Часть из них не доехала до поля боя, а потом была захвачена, а часть потеряна в результате поражения различными огневыми средствами. Такие же надежды возложили и на леопарды, и в первом же бою на просторах запорожских полей ВСУ потеряли 5 таких машин. Могло быть и больше, но в бой пошли только 5 леопардов. Танки Леопард-2А6, Леопард-2А5 и даже Леопард-2А4 – серьезные мощные боевые машины. Вооруженные силы Российской Федерации это хорошо знают, и поэтому относились к их появлению на свет тоже серьезно. Еще в Союзе изучали всю появляющуюся информацию о них, искали слабые места. И, конечно же, фантастической казалась возможность пощупать этих хищников, что называется, живьем голыми руками. Наверное, нет такого оружия, как танк, против которого было бы создано такое огромное количество средств поражения. И удивляться тут, конечно, ведь нечему. Ведь он решающая сила на поле боя. Потому что для его уничтожения придумали противотанковые мины, как противогусеничные, противоднищевые, противобортовые, противотанковые гранатометы и реактивные гранаты, противотанковые пушки и управляемые ракеты, как переносные, самоходные, воздушного базирования и прочие, противотанковые авиабомбы, самоприцеливающие суббоеприпасы для РСЗО, это не считая себе подобных танков, которые стали одним из самых эффективных средств борьбы с танками же. А теперь ко всему этому арсеналу добавились баражирующие боеприпасы, дроны-камикадзе и просто дроны, забрасывающие в открытые люки бронемашины различные гранаты, а также другие боеприпасы. А с помощью дронов-корректировщиков по бронемашинам стала прицельно работать артиллерия с закрытых огневых позиций и довольно эффективно даже обычными, а не только управляемыми боеприпасами. И надо отчетливо понимать, что с появлением за рубежом в начале 80-х годов прошлого века новых образцов танков в СССР серьезно задумались над разработкой средств борьбы с ними. И создали немало таковых. Кстати, здесь надо отметить, что появление на Западе Леопард-2, Абрамсов, Челленджеров и Леклерков, в дальнейшем их модернизация произошла не просто так, а в противовес появлению в Советском Союзе в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века нового поколения бронированных машин, впоследствии получивших новую классификацию – основные танки. Это Т-64А, Т-64Б и Т-64БВ, Т-72А и Т-72Б, Т-80, Т-80Б и Т-80БВ, которые по своим боевым возможностям были на порядок выше западных собратьев, таких как американские М-60 и немецкие Леопард-1 и французские АМХ-30 и другие. Вот и пришлось западным инженерам создавать технику, способную в какой-то мере противостоять советской танковой угрозе. Мы тоже не сидели сложа руки, усовершенствовали танки, оснащали их новыми пушками, боеприпасами и системами управления огнем, новыми средствами защиты. А еще создавали новое поколение противотанковых управляемых ракет «Птуров», реактивных противотанковых гранат и противотанковых мин, а также средств дистанционного минирования. События в ходе СВО отчетливо показали, насколько правильным путем шли наши конструкторы. Подтверждение тому то самое поле боя, на котором в первый день контрнаступа так и осталось 5 немецких танков Леопард-2А6 и 6 американских БМП М2А2 Брэдли, 3 американских бронетранспортера МРАП Макс Про, 1 танк Т-72М1, произведенный по советской лицензии в Чехословакии, 1 бронированная машина разминирования,
БМР-2 советского производства, французский бронеавтомобиль ВАП и много другой военной автомобильной техники. Кстати, танки «Леопард-2А6» здесь горели впервые. До этого были потери только «Леопард-2А4» турецкой армии в Сирии. Счет уничтоженным «шестеркам» был открыт именно на Украине. Некоторые эксперты до известных событий скептически относились к отечественному вооружению. Дескать, все наши противотанковые комплексы и танки вместе взятые не причинят им никакого вреда. У России все старье. Там «Птур» и «Джавелин» и же с ними используют технологию «выстрелил и забыл», а у войск России такого нет. Первый звоночек прозвенел в январе-марте 2017 года в Сирии. Там курды этими устаревшими противотанковыми средствами уничтожили 10 из 20 брошенных в бой турецких танков «Леопард-2А4». «Леопард-2А4» на протяжении более 15 лет был главным оппонентом советских Т-64, Т-72 и Т-80. Как раз тех самых, многие из которых сейчас противостоят друг другу и западным образцам бронетехники на полях СВО. «Леопардов» на Украине российские бойцы ждали с нетерпением. Готовились, выучили их слабые и сильные места. В войсках распространили листовки в духе Великой Отечественной со схемами, как правильно, куда и чем поражать различную технику западного производства. Встретили, и более того, украинские танкисты, по некоторым слухам, отказывались идти в бой на немецких «Леопардах». Были случаи, когда они сами выводили из строя машины, чтобы не идти в бой. Объяснение простое. Как только на поле боя появляется «Леопард», все внимание противотанкистов сосредотачивалось именно на нем. В любой другой машине советской родословной можно было проехать, никто и в сторону и не выстрелил. А вот импортная техника уничтожалась в первую очередь. Но я думаю, и уничтожается до сих пор. Интересно, как же она себя поведет, если выстрелить в него из танка, пустить ПТУР или атаковать дроном камикадзе, заставить наступить на противотанковую мину. И оказалось, что она ведет себя так же, как любая другая техника. 60-тонные стальные монстры, как и когда-то их предки, напрочь увязли в украинском черноземе. И по словам министра обороны России, всего за 3 дня боевых действий потери вооруженных сил Украины составили 52 танка, 207 боевых бронированных машин и 134 автомобиля. В СМИ прошла информация о том, что Украина получила от США 31 основной танк М1А1. Боевое крещение «Абрамсы» получили в Ираке в феврале 1991 года в ходе операции «Буря в пустыне». Неуязвимых танков не бывает, хотя некоторые пытаются доказать обратное. По официальным американским данным, с начала 1990-х годов в ходе операции «Буря в пустыне» армия США потеряла 9 танков «Абрамс». Из них 7 машин от дружественного огня своими же танками, а 2 машины сгорели в результате подрыва на минах. Однако позже, уже в начале нынешнего века, в разных источниках цифры потерянных в 1991 году американских «Абрамсов» стали корректироваться, причем в большую сторону. Так появилась цифра 18, затем 30, а затем и 67. И при этом «Абрамсы», как оказалось, понесли боевые потери в Ираке от воздействия практически всего спектра противотанковых средств. Еще большее число американских танков из числа подбитых, поврежденных или вставших по техническим причинам было уничтожено самими американцами, чтобы не доставались противнику. Потери «Абрамсов» в Ираке в 2003 году в ходе операции «Иракская свобода», которые приводились в американских сводках, были уже ближе к истине. Так, например, по официальным материалам автобронетанкового управления армии США за 21 день проведения операции «Иракская свобода» только 3-й механизированной дивизии из 23 потерянных танков М1А1 «Абрамс» и БМП М2А3 «Брэдли» 15 были поражены огнем из РПГ-7, включая 9 «Абрамсов» и 6 «Брэдли». Еще одна машина этой дивизии была безвозвратно потеряна в результате обстрела из стрелкового оружия при движении по мосту. Механик-водитель задергался, и танк упал с моста в реку Тигр. Экипаж погиб. Были также официально подтверждены случаи поражения «Абрамсов» дружественным огнем 25 мм пушек своих БМП «Брэдли» и огнем 30 мм пушек иракских БМП-2 со стороны кормы. Во время проведения операции «Буря в пустыне», а позже «Иракская свобода», большое количество «Абрамсов» выходило из строя по техническим причинам. Были случаи, причем далеко не единичные, самовоспламенения силовых установок, в результате чего танки полностью сгорали. Были другие отказы, после чего машины уничтожались. По американским сводкам, сгоревшие сами по себе «Абрамсы» к боевым потерям не относились и учитывались отдельно. И, естественно, подобные потери нигде не светились. При проведении операции «Иракская свобода» американцами использовались самые новые модификации танков «Абрамс» М1А1, М1А2, М1А2 СЕП. Пушки иракских Т-55, Т-62 и Т-72 не могли уже причинить им вреда при стрельбе в лобовые проекции, даже с небольших дальностей, поскольку Ирак не располагал самыми новыми снарядами для своих танков, а старые разрабатывались еще для борьбы с танками М-60.
Поэтому иракские танкисты старались вести огонь в бортовые кормовые проекции, для чего иногда сначала лишали Абрамсы подвижности, ведя огонь по ходовой части. И все же за последние годы большинство американских танков в Ираке уничтожались огнем из РПГ. Причем при стрельбе по ним из РПГ-7 в борт противокумулятивные экраны пробивались гранатами ПГ-7В, и она была принята на вооружение в СССР в 1961 году, и ее кумулятивной стрелы было достаточно, чтобы преодолеть бортовую броню и вывести машину из строя, либо же вызвать ее возгорание. И этот факт очень удивляет, ведь бортовые экраны для того и существуют, чтобы предотвращать поражение борта реактивными гранатами, но на Абрамсах они свою функцию не выполняли. И хотя командование армии США утверждает, что танки были разрушены из-за вторичных эффектов, такие как возникновение пожара, первичным же было попадание в них гранат РПГ. Еще одна проблема – это размещение дополнительных канистр с горючим и личного имущества экипажа снаружи машин. Оказалось, что такая практика создает потенциальную угрозу для машины от огня стрелкового оружия. Попадание трассирующих или зажигательных пуль вызывало возгорание канистр или имущества. Огонь от коек затем перекидывался на силовые установки, ведя к полному разрушению танка. А1 Абрамс М1А1 был уничтожен огнем пулемета ДШК. Пуля попала в левую заднюю часть башни, пробила тонкую защиту и вывела из строя вспомогательную силовую установку. Горящее топливо и масло из нее устремилось вниз в моторно-трансмиссионное отделение. Произошло возгорание силовой установки, которая полностью выгорела. Танк восстановлению не подлежит. И во многих случаях при пожаре внутри Абрамсов детонировал боекомплект в укладках, расположенных в нишах башен, что, правда, не приводило к срыву башни. Объясняется это не только тем, что в нишах имеются специальные вышибные крышки, но и тем, что в боекомплекте Абрамса отсутствуют осколочно-фугасные снаряды. И хотя башня оставалась на месте, машина восстановлению не подлежала. Днище и борта корпуса разворачивало давлением пороховых газов от загоревшихся боеприпасов. Но на одном танке М1А2 СЕП башня все-таки улетела. По сообщениям, эта машина подорвалась на фугасе, и в этом случае налицо детонация боеукладки, расположенная в корпусе машины. Несмотря на то, что там находится всего 6 выстрелов, их хватило для того, чтобы откинуть массивную башню Абрамса на несколько десятков метров. По последним официальным данным, в 2003 году в Ираке было уничтожено 20 танков Абрамс. Но вот уже почти полгода назад американские Абрамсы поступили на Украину, но на полях боев СВО появились совсем недавно. Все это время украинские СМИ пытались убедить общественность, что осень и зима не совсем подходящее время для их боевого применения. Летом же в Ираке им мешала пыль, а тут мягкие украинские морозы. А где же и в какой сезон на них можно воевать? Масса Абрамса приближается к 70 тоннам, и в условиях распутицы на Украине высока вероятность того, что эта махина завязнет и станет прекрасной мишенью. Так и оказалось. Первое же появление Абрамса в феврале этого года на поле боя под Авдеевкой привело к его уничтожению. Дальнейшие потери американских танков в Украине могут сильно ударить по престижу ВПК США. И никто не оспаривает тот факт, что к западным образцам бронетехники надо относиться к уважением, изучать их сильные и слабые стороны, но и верить в их неуязвимость явно не стоит. Бойцы Российской Федерации доказали это на примере леопардов и челленджеров, а теперь и научились уничтожать и Абрамсы. Но если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал и ставить уведомления. До новых встреч, пока-пока!